Всем привет! И сейчас я вкратце расскажу, как мы будем с вами взаимодействовать. Если вы напишите комментарий в чате под видео во время стрима, то этот комментарий увидят все зрители. Если там будет какой-то вопрос, я отвечу на этот вопрос. А может быть, не отвечу. Но если вы хотите, чтобы ваш вопрос был озвучен обязательно, с какой-либо цензуры, тогда под видео есть две ссылки. Первая, ссылок там много, но самая верхняя ссылка на донат-стрим. Вы делаете любой донат. 2 рубля, 5 рублей, 100 рублей. И в месте для сообщений пишите свой вопрос. Чем дороже ваш вопрос, тем раньше я начну на него отвечать. То есть, если поступило 5 вопросов, 4 по 10 рублей и 1 по 100, на первом месте будет стоять вопрос за 100 рублей. А все остальные будут ниже. Если вдруг появится какой-нибудь вопрос за 1000 рублей, то на первом месте будет стоять вопрос за 1000 рублей, второй вопрос за 100 рублей, и все остальные потом. Если вы хотите, чтобы я озвучил, что поступил вопрос от такого-то, такого-то человека, тогда в термине сообщения напишите, что вопрос от меня и вопрос. Если вы сделаете донат от 500 рублей и выше, вот здесь появится ваше имя на 1 месяц. С одной стороны, может показаться, зачем это надо. С другой стороны, если вы, например, напишите вместо своего имени Василий, Агафен или еще какого-нибудь, услуги фотографа, и телефон, или e-mail, то здесь будет висеть именно эта запись. То, что вы написали в поле имя. Также вам доступно будет указать URL видео с YouTube протяженностью не более 10 минут. Это также доступно при донатах от 500 рублей и выше. И ваше видео мы посмотрим в любом случае, даже если оно было отправлено, когда стрим не идет, закончился или еще не начался. Просто я это видео включу в ручном режиме и всем покажу. Также вы можете записать свое сообщение не текстом, не буквами, не на клавиатуре, а воспользовавшись микрофоном. И тогда ваше сообщение мы послушаем. Также без какой-либо цензуры, резок, запискиваний и прочего. Собственно, и все, что касалось донат-стрима. Также внизу есть другая ссылка на Donation Alert. Если вы сделаете донат по этой ссылке, то ваше сообщение, не имя, а именно ваше сообщение, будет отображаться вот здесь, внизу экрана, ровно 7 суток с момента ее отправки. Либо до того момента, когда кто-нибудь отправит туда свое сообщение дороже вашего. Также есть ссылка на Boosty. Что эта ссылка дает? На Boosty отображается все то же самое, что вы смотрите здесь на YouTube, ВКонтакте. Но, оформив самую дешевую подписку, за 100 рублей на данный момент, вы получаете возможность в комментариях указывать свои темы в течение всего месяца. То есть вы оформили подписку, заплатили 100 рублей, ваша подписка действует месяц, и вы можете отправлять свои вопросы, свои темы, все что угодно, и все это будет использоваться при создании тем нового стрима. Если же заплатите не 100 рублей, а купите более дорогую подписку, то ваше имя точно так же появится вот здесь, в спонсорах канала. Появится не сразу, как только мне придет информация, что вы оформили подписку, я в ручном режиме ее добавлю. Также там есть возможность купить мега дорогую подписку за 1000 рублей. Купив эту самую мега дорогую подписку, вы должны в обязательном порядке указать свой рабочий телефон. Не в смысле телефон на работе, а телефон, который работает, по которому я могу до вас дозвониться. Электронную почту. Тогда я по этим контактам свяжусь с вами. Мы обсудим технические детали, протестируем. И если все будет нормально, вы станете соведущим одного выпуска стрима. Как это будет выглядеть, я на данный момент не могу сказать. Все зависит от ряда фактов. Если будет возможность сделать видеосвязь, я сделаю видеосвязь. И тогда рядом с моей мордой лица будет ваша морда. Будет возможность просто поговорить, не знаю, например, через звонок, через какой-нибудь мессенджер. Мы сделаем так, чтобы было видно меня и слышно вас. То есть именно этим мы и займем. Ну а пока можете поставить лайк и подумать, что вам больше подойдет. А стрим начинается. Всем доброго дня. Начинаем очередной стрим. И персональный привет Хэнди. Он написал привет, но, к сожалению, во время заставки говорить я не говорю. Поэтому с небольшим опозданием, но привет. Что случилось нового интересного? В принципе, ничего особенного. Разве что обратно начал пользоваться наработками рестрима, того самого, который так болеет за победу укров, что даже готов
отказаться от денег от россиян. Ну, деньги, в принципе, все равно собирают от некоторых альтернативно одаренных. Но не за то, чтобы стримы были лучше, функции новые появлялись. А так. Дайте нам донат, а мы его в Укрармию отдадим. Или, скорее всего, себе оставим. Им же тоже надо кушать. Поэтому теперь можете писать сообщения как на YouTube будут появляться вот в этой части экрана, так и ВКонтакте, вот здесь. К слову говоря, должен был еще и стрим идти в телегу, но в телегу не пошел. Ну а раз не пошел в телегу, то, как говорится, ну и ладно. Будем туда просто ссылочку бросать. Телега. И так посмотрит. Ну да ладно. Эту неделю, ну как неделю, последние 4 дня меня замучил Инстаграм. Шлет письма о том, что мое видео, мое другое видео, мое следующее видео. В общей сложности 5 моих видео удалены по той простой причине, что они содержат песню в исполнении Коис Азуль, что-то там Демунте. Если честно, название этой песни, исполнителя, исполнительницы мне вообще ничего не сказала, пришлось погуглить, посмотреть, послушать. И вот, если честно, эту песню я услышал первый раз. Где эту песню нашел Инстаграм, какие видео он удаляет. Ну, нет, чтобы прислать там какую-нибудь ссылочку, название. А это просто ваше видео удалено по причине тыдык-тыдык. Но по большому счету в Инстаграме нет каких-то видео, которые мне были бы дороги, еще как-то что-то. Не знаю, как-то так вот оно получилось. Фотографии я туда скидываю часто, не каждый день, но порядка 5-6, иногда больше, иногда меньше. Но в основном 5-6 фотографий в неделю. Если честно, вот на данный момент, когда какая-то часть россиян считает, что Инстаграм запрещен, пользоваться им нельзя, и туда перестали ходить, вот сам Инстаграм мне стал нравиться больше. Но, к сожалению, раньше попадались время от времени заказы сделать популярным, модным, стильным, молодежным какой-нибудь аккаунт. И, как правило, 99% это от россиян поступало, точнее сказать, от россиянок с утиными губками. То сейчас такого нету. Поэтому жду, когда тот иностранец обратится с тем же вопросом. Но, к сожалению, придется иностранцу заплатить больше, чем если бы блокировки не было. Ну, как-то так. Просто я жадный. И все.
Также поступил один вопрос, простенький, легенький. Вот, допустим, внизу сейчас видим надпись «Ахмат Сила», за которую заплатили 100 рублей. Что произойдет, если будет еще 2, 3, 4 доната с надписью какой-нибудь и тоже за 100 рублей? Будет следующее. Ахмат Сила провисит 7 дней. Как только 7 дней пройдет, Ахмат Сила исчезнет. А ее место займет следующий, кто заплатил, тоже 100 рублей, но чуть позже. Но это не значит, что этот чуть позже будет висеть тоже 7 дней. 7 дней с момента публикации. То есть Ахмат Сила заплатили в понедельник, чуть позже заплатил во вторник, то значит после того, как Ахмат Сила исчезнет, чуть позже будет висеть 1 день. Либо до того момента, пока кто-нибудь не заплатит больше. Поэтому, если вы хотите, я это уже говорил много-много-много раз, и, похоже, придется сказать это еще столько же, если не больше. Если вы хотите, чтобы ваше сообщение попало и висело 7 дней, и никто его не скинул, чтобы не считать, не глядеть, платите максимум. Максимум можно заплатить 15 тысяч. Дорого за неделю? Дорого. Но подумайте, как написать, чтобы те люди, которые это увидели, заплатили, воспользовались тем текстом, что там написано. Придумайте, проявите какое-то шевеление мозгов и сделайте так, чтобы это была не просто хорошая, интересная надпись, а что-то такое, что просто человек прочитал и сразу же полез отдавать вам деньги. Я так вот не умею. Но если вы умеете, придумайте и сделайте это так. И тогда ваша реклама окупится. Если это будет реклама. Если будем писать «Слава Украине» и прочее, 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 да, я не буду удалять эти записи. Не буду. Хоть они и не сильно радуют российское законодательство. Но с другой стороны, вы заплатили. Вы ей пользуетесь. Если честно, я даже как-то немного заинтересован в том, чтобы написало больше у. Зайдет какой-нибудь патриотично настроенный человек, увидит славу Украине, сначала в комментариях напишет какое-нибудь говно, как любой патриотично настроенный человек, а потом просто посмотрит, заплатите больше 100 рублей. Ага, заплачу я ровно 101 рубль. И увидим там какую-нибудь уже зов идет, бомбить Азов, например. Или что-нибудь еще. Ну да ладно. С темами лично от меня закончили. И переходим к вопросам, которые присылали вы.
Самым самым таким вопросом был, почему освободили Тайру. Так получилось, что пару дней я не заходил в Телеграм. Ну, не заходил и все. Читать новости не сильно хотелось, а в личной переписке мне туда никто не писал. И когда получил вот этот вопрос, почему освободили Тайру, пришлось погуглить немного. Потом зашел в Телеграм, а там прям весь Телеграм обсуждает Тайру, Сайру и прочее, прочее, прочее. Вот здесь сразу хочется сделать небольшое отступление. Любой, прям вот абсолютно любой патриотично настроенный дураграмщик пишет нам про то, что вот смотрите, в городе украинском номер такой-то с 1 сентября запрещают изучение русского языка, отменяют русскую культуру, отменяют чтение Достоевского, Гоголя, Пушкина, такого-то. Сломали памятник этому, сломали памятник тому. И это все нам говорит о охреневшей, отвратительной, а еще проще сказать, просто отсутствие какой-либо культуры у укров. Хорошо, возьмем Тайру. Тайра обычная погоняла. И как бы нормально, хорошо воспитанный, культурный человек стал бы ее называть дальше. Погуглил бы, узнал, как ее зовут на самом деле, и обращался в эту сторону по имени, по фамилии. Если она называет себя по этому погонялу, обращался бы по этому погонялу. 90% всех дураграмщиков называют ее Сайр. Считают, что это обидно, унизительно, оскорбительно, потому что она враг, ее нужно унижать, оскорблять и все такое прочее. Тем самым показывая, что все эти патриотично настроенные блогеры являются такими же носителями культуры, как и те, которые ломают памятники, запрещают изучение русского языка и все тому подобное. Если ты хочешь показать, что ты культурный человек, в отличие от твоего условного противника, то веди себя культурно. Описать какое-то унижение, оскорбление, которые даже никто не увидит. В смысле, Тайра вряд ли будет заходить и искать, кто ее там Сайрой назвал. Ей плевать. Ее отпустили. Что еще надо? Ну, а если говорить по поводу вот этого всего отпущения, обмена, некое тело написало, что некоторое время назад был похищен сын одного чеченского руководителя. И этого сына обменяли на эту самую Тайру. Какие плохие украинцы похищают детей. А потом выступил отец этого самого похищенного парня. И сказал, что да, парни похитили, но похитили не из Чечни. Парень сам жил на Украине, был гражданином Украины. И на данный момент, да, находится в плену, но находится на Украине. И сразу же понеслось. Это коррупция, это обман, это... Да чеченцы они плохие, да, которые им помогают еще хуже. А те, не те, и то, и все, и понеслось-поехало. А самая основная суть заключалась по своему счету в небольшом. На прошедшем в Питере форуме
так называемым военным корреспондентам пообещали, что с ними встретится царь-батюшка, побеседует, выслушает, пообещает помочь, что-нибудь еще. А потом вот раз и не встретился. И сразу же понеслось. А потом выясняется, что встретился. Да только не со всеми. Не тот, который сын полковника, внук прапорщика. А с такими, которые Иван Иванов, Петр Петров, Сидор Сидоров. Не с огромной толпой военных корреспондентов, которые сидят где-то там, в Екатеринбурге на диване и строчат тексты, копируют видео, создают сети. С небольшим количеством тех, кто на самом деле там воевал, воюет. Но встретился. И как так получилось? Кому-то отказали, а кого-то пригласили? Да, не афишировали серьезно. Вы же туда хотели поехать пожаловаться, а не показать, смотрите, я какой. Сегодня в окопе, а завтра с царем-батюшкой в обнимку сидим на мансарде, на террасе. И чай из граненого стакана в подстаканнике бронзового пьем. Скорее всего, поступил заказ. Это мое мнение, возможно, оно ошибочное, я не знаю. Как все, зачем, почему. И дали информацию, которая не соответствует своей действительности. Ну а дальше один соврал, другой неправильно понял, еще больше соврал, а третий вообще в этой теме не силен. Как в том кино, я немножко не понимаю. И просто скопировал, перекопирайтил и написал. И смотрите, какая волна. Ну, допустим, хорошо. Тайру обменяй. Может быть, обменяли на двух попавшихся наших разведчиков. Может быть, поменяли на какого-нибудь мирного жителя из какого-нибудь городка украинского. Может быть, что-то там еще на кого-то. Какая разница? Поменяли и поменяли. Значит, один наш человек, два наших человека, три наших человека. Тех, кого отпустили они, будут жить теперь нормально. Если нужна медицинская помощь, им ее окажут. Ну, если с психикой беда, то тут, к сожалению, медицина бессильна. Сделают все, что смогут. Ну, там уж как пойдет. Это разве плохо? Все кричат, то, что она теперь возьмет новый автомат Калашникова и пойдет обратно воевать. А она захочет пойти воевать. Один разок она уже попалась, ей повезло, ее отпустили. Скорее всего, сейчас она будет медийной культурой, будет выступать по украинскому телевидению, ее будут постить украинские дураграм-каналы. И она такая будет рассказывать о том, как она немножко оклемалась от плена, немножко набралась сил. И вот не сегодня, нет, не сегодня. Завтра или послезавтра. В крайнем случае послезавтра пойдет вместе с группой таких же отмороженных викингов,
освобождать из очередного котла своих украинских побратимов. И так будет продолжаться до тех пор, пока ее не забудут. После этого либо уйдет в неизвестность, если сумеет убежать, либо обратно пойдет в армию. Но это уже будет на украинской совести и совсем не наш заслуга. А шуметь по этому поводу, если хотите, можете пошуметь. Также сообщают, что умер ветеран, из-за которого посадили Навального. Я себе не записал, как зовут этого 96-летнего ветерана, поэтому забыл. Но с учетом того, что он ветеран, он прошел серьезную войну, прожил почти 100 лет, и удивляться тому, что в возрасте 96 лет он умер, я бы не стал. Родным соболезнования. А все остальные, ну извините, ребята, это печально, когда кто-то живет, а потом раз и умирает. Но, к сожалению, в нашей стране только Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Все остальное, как говорил царь Соломон, это пройдет, и это тоже пройдет. Все мы смертны, все мы там будем. Конечно, да, хотелось бы попозже, но как оно повернется. Ну а то, что дедушка прожил до 96 лет, мое и ваше поколение может и такой возраст не осилить. Как-то вот оно так. Зеленский ввел визовый режим для россиян. Ну, Зеленский, хоть и прококаиненный, но все же президент Украины, не может вводить какие угодно режимы, законы на территории Украины. Самые две мощные шутки по этому поводу это, что визовые центры для получения виз на Украину есть практически в любом городе и в любой российской деревне. И дальше идет фотография какого-то российского военкомата. И вопрос, а на надо что-то оформлять дополнительно? Или можно по своей визе на танке ехать? Все это смешно, вызывает улыбку. Но по своему счету абсолютно ничего не значит. Сообщают также, что Тинькофф банк перекупил долги у украинских банков. Смысл этого сообщения это о том, что один глава администрации какого-то недавно освобожденного от Украины городка заявил, что те долги, которые местные жители должны украинским банкам за квартплату, за кредиты, ну, просто банковские долги, можно будет не отдавать. Я еще тогда пошутил, что в каком-нибудь соседнем городке, который еще пока не освободили, найдется какой-нибудь хитро придуманный персонаж, наберет много-много кредитов, а потом раз городок освободят, и он останется с много-много денег наличными, которые можно будет не отдавать.
Вот это само пожелание не отдавать кредит, это как раз и есть проявление украинизации. Ага, вот эти мирные жители не хотят переходить на сторону России, надо как-то их подстегнуть, а давай-ка мы им разрешим на украинской стороне деньги не отдавать. Оп, смотрите, какие огромные очереди выстроились за российскими паспортами. Я ни в коем разе не хочу сказать, что все желающие получить российское гражданство убегают от выплаты украинского кредита. Нет. Но какая-то часть, да. А через, не знаю, может полгода, может через год, когда специальная войсковая операция завершится, история будет повторяться. Придет какой-нибудь судебный пристав в каком-нибудь Херсоне, какой-нибудь бабушке, дедушке, мужчине, женщине и скажет: молодой человек, уважаемый, а вы почему квартплату не платите? Надо платить. И то, да вот, да я во время войны поддерживал СВО, да я прям вот жизнью рисковал, да я не знаю, как это у них там называется, народную милицию поступал и все такое прочее. А вы теперь меня унижаете, оскорбляете, деньги от меня требуете. Да нахрена мне все это надо? Где у нас там на карте Украину, пойду найду и жить там буду. Вот так. И так оно будет. Когда причина не потому, что я хочу жить там, а не здесь, а когда, ага, если я буду на той стороне, то мне можно у этой стороны взять денег и не отдать. Там попросят. Ладно, пойду на другую сторону. Что-нибудь придумать. Также сообщают, что Microsoft запретил жителям Российской Федерации скачивать со своего сайта Windows 10, 11, а также запретил обновление. Я никогда не работал в крупной компании, на какое-то серьезное там заведение. Ну, так вот оно получилось. И работает. И если мне нужен, например, Windows, ну, к примеру, 11, нет, 11 мне никогда не был нужен и в ближайшее время точно не понадобится. Ну, допустим, на данный момент отличная система — это Windows 10. Вот она стоит в моем компьютере. И вот если она мне вдруг нужна, я иду на сайт Microsoft или, например, на RootRater, бывший Torrents.ru. Скорее всего, на RootRater. Скачаю, сделаю загрузочную флешку, все кряки, все программы, что нужны, все уже подготовлено, все нормально. Установлю Windows. Специально зайду в настройки, отключу любые попытки обновления, потому что, на мой взгляд, они только немножко портят. Нет, если устанавливаешь Windows с уже установленным обновлением, то все как-то нормально, чудно и быстро. А когда все это устанавливается самостоятельно, то какое-то время все как-то немножко притормаживает. Может быть, в том дело, что компьютер у меня не самый новый. Все может быть.
Ну а с другой стороны, нафига мне это надо? Не в смысле новый компьютер, а в смысле все эти обновления. У меня работает. Все, что надо защитить, у меня защищено. Все, что надо настроить, у меня настроено. Платить Биллу Гейтсу или кто там стоит во главе мелкомягкий. Зачем? Это лично мое мнение. И я думаю, что такого же мнения придерживается процентов 90 россиян. Нет, есть те, которые во всеуслышание, громко стуча себя чем-нибудь тяжелым в грудь, будут говорить, что надо платить деньги, надо быть честным, надо покупать. Надо. Я с вами полностью согласен. Надо. Но надо покупать хороший, качественный товар. И если бы после покупки все бы работало на 5 с плюсом, у меня до сих пор бы где-нибудь лежал диск, флешка или что-нибудь там еще с купленным Windows. Но, к сожалению, такого нет. Может заработать, может не заработать, может какой-нибудь глюк выкинуть, а может не выкинуть. Кто его знает. Это такая большая лотерея. Поэтому, если честно, никакой проблемы в том, что мелкомягкие запретили качать Windows, я не вижу. На тех же трекерах, торрентсах вполне легко можно найти какой-нибудь дистрибьютив Windows, который просто-напросто скачан с того же Windows, Microsoft, и никаких добавок в него не сделано, никаких кряков, никаких ничего, а просто чистый оттуда. Кому-то это надо. И те оттуда качают. За минуту, за полторы. А то, что вы не поддерживаете все эти торренты, прочее, это возрастное. Это пройдет. Также скинули текст на Сергея Зергулева, популярного блогера, дураграмщика, жителей ЖЖ, который жалуется на то, что сборы в сторону Донбасса падают. Вот если честно, по этому поводу говорить особо много нечего. Падают они не потому, что люди становятся жестче, беднее или что-то там еще. А становится меньше, потому что вся вот эта свистопляска с Донбассом, Луганском и прочей недоукраиной да уже порядком надоело. Я не говорю, что надо было в первый же день сбросить ядерные бомбы, все такое прочее. Нет, не надо было сбрасывать никаких бомб, ни атомных, ни ядерных, не использовать какого-нибудь химического вооружения. А по мере сил разработать такой план, чтобы ни за день, ни за два, за месяц, за два, пускай за три, разнести нахрен все мосты, железные дороги, электрические станции, подстанции, ТЭЦы, ГЭСы и все остальное прочее. Потом подождать 2-3 недельки, пролетая над этой темной местностью, раскидывая листовки, крича в мегафоны о том, что все желающие сдаться могут подойти вот сюда. При себе запрещается иметь оружие, колющее, режущее,
огнестрельные, ломающие, любую. Того напоят, накормят, и вполне возможно, все будет хорошо. А так, мы имеем то, что имеем. И это на самом деле уже надоело. Ну а теперь переходим к киносериальной части. Первым номером в обсуждении кино и сериалов пойдет небольшой коротенький сериальчик на 4 серии под названием «Индекс страха» в русском переводе или «The Fear Index». Данный сериал рассказывает нам о житие-бытие богатого программиста, который организовал фирму, который занимается куплей-продажей акций, облигаций и прочего в Швейцарии. И занимается разработкой искусственного интеллекта, который будет покупать, продавать с выгодой для своего хозяина. И все вроде бы хорошо, показатели радуют, но потом появляются какие-то странные вещи. В дом, как бы так сказать, не прорывается. В дом заходит какой-то бомж. Причем заходит паролем. То есть ввел пароль, отключил систему сигнализации. Кто-то в это время запрограммировал систему сигнализации так, что запись в момент посещения данного персонажа просто не велась. Когда с ним встречаются, выясняется, что это он, хозяин дома, переписывался с этим персонажем, сказал ему пароли, сказал, когда, куда проходить. Все в офисе снимается на видео, причем какие-то камеры стоят на виду, а какие-то спрятаны в потолке, за зеркалом, еще где-то. И когда на охране начальник службы безопасности наезжает, он также заявляет, что это хозяин фирмы. Вы сами мне написали письмо, вот оно отправлено с вашего почтового ящика. Вы сказали, чтобы с вами лично не разговаривать, а все сделать в лучшем виде. Приходят подарки от анонимного источника, скажем так, которые потом выясняются, что купил опять же сам хозяин. Но хозяин при этом писем таких не писал, подарков таких себе не покупал. И к концу сериала мы уже начинаем сами догадываться, но потом и главный герой все это озвучивает, что искусственный интеллект уже не какой-то там искусственный интеллект, а вполне себе разумное существо, которое выполняет поставленные перед ним задачи и делает все с успехом. За первые сутки своей работы заработал, пускай немного аморально, безнравственно, но заработал законно 70 миллионов.
Потом, когда его все-таки отключили его, сам хозяин ворвался в здание, где все эти сервера с этим ИИ стоят, разлил там кучу бензина, бросил спичку, сам обгорел, но выжил. В общем и целом сериал интересный. Первые две серии, когда еще мы не думаем о том самом искусственном интеллекте, нам пока рассказывают о том, что у главного героя в прошлом, 10 лет назад, был нервный срыв, когда его спрятали на некоторое время в турку. И мы начинаем думать о том, что у данного персонажа очередной нервный срыв, раздвоение личности. Одна личность делает это, другая личность делает то. Но потом выясняется, что да, вот обычный компьютерный код что-то там нарушает, что-то там делает. В общем и целом, я бы поставил сериалу 9 баллов из 10. Смотреть интересно, затягивает. Если нечего посмотреть, посмотрите. Лично мне сериал понравился. Другой сериал «Старик» в оригинальном названии «The Old Man». Нам показывают старенького бородатого дедушку, который живет в так себе домике с двумя большими ротвейлерами, гуляет вместе с ними, посещает врача, и при посещении врача начинает жаловаться, что что-то здесь не так. Вот вы кто? Врач. Я доктор Монро. Нет, я пришел к доктору Монро, но вы не доктор Монро. Ну вы, наверное, имеете в виду мою маму. Моя мама уже старенькая, и поэтому она работает только по четвергам. Хорошо. И после этого говорит собакам: запомните, и если я забуду, напомните мне. Теперь мы посещаем врача только по четвергам. И вот этот самый дедушка общается со своей дочерью. Общается только по телефону. Причем то, что после разговора он телефон бросает в микроволновку, где тот загорает, показывает нам о том, что, скорее всего, дочь не знает номера телефона, а дедушка сам звонит с нового какого-нибудь телефончика. Что-то здесь не так. И вот как-то вот тревога так одолела дедушку, что он уже начал растягивать консервные банки на ниточках у себя в доме. И тут раз, баночки зазвенели, дедушка просыпается, хватает в одну руку фонарик, в другую руку большой револьвер и начинает идти аккуратненько, на цыпочках, смотря, что же там случилось, что банки зазвенели. И на первом этаже своего дома видит здоровенного детину, который стоит с пистолетом, с глушителем и смотрит на дедушку. И все бы ничего, но тут ротвейлеры подбегают и хватают этого детину, начинают его тихонько рвать на мелкие кусочки. Ну, дедушка дает команду «фас», и ротвейлеры перестают кусать этого детину, а просто хватают его за горло, чуть-чуть сжимают, и все замирают. И ротвейлеры, и детина. А дедушка просто подходит и спрашивает: ты назовешь мне свое имя? Кто такой? Откуда пришел? Зачем пришел? Ну, детина молчит и получает 2 пули в грудь из дедушкиного револьвера. Потом дедушка стреляет из пистолета детины в стену, вызывает полицию, рассказывает, что кто-то пытался ему влезть в дом, ограбить, что-то такое. Но дедушка был
дедушку. Поэтому схватил револьвер, выстрелил наугад и, ну да, так получилось, попал в грудь этому детине, который после этого и умер. Тем временем сотрудник ФБР, который примерно в возрасте дедушки, получает предписание явиться туда-то, сюда-то и помочь в проведении спецоперации по захвату агента, который пропал в 80 каком-то году. Ну, тут решили с чего-то вдруг выяснить, а пропал он пропал, или, может быть, все-таки где-нибудь живой живет. И выясняется, что этот дедушка и пропавший агент одно и то же лицо. И вот этот самый сотрудник ФБР звонит дедушке, сообщает ему, что, дружище, у тебя два варианта. Первый — бежать и никогда не звонить дочери. А второй вариант — мы будем за твоей дочерью следить, и как только ты там объявишься, позвонишь, мы сразу же ее арестовываем, начинаем допрашивать. И ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, дедушка принимает решение сбежать, но потом, сразившись еще с двумя агентами, убивает их и перезванивает этому самому сотруднику ФБР и говорит: видишь, они пришли за мной, уже 3 человека. Я их возвращаю в мешках. Если вдруг кто-то там еще придет к моей дочери, я его верну тоже в мешке, только по частям. И уходит в ночь. Это первая серия этого сериала. Смотреть интересно. Ну, я с процентов 90 уверенностью могу предположить, что там закончится далее. Но каким путем дедушка дойдет до этого далее, неизвестно, и только из-за этого я буду смотреть данный сериал. Что, в принципе, рекомендую и вам. Поэтому смотрите хорошее кино. Если какое-то кино произвело на вас какое-то хорошее впечатление, скидывайте мне, не кино, название фильма, что в нем такого интересного, по вашему мнению. Можно бесплатно, можно в обычных комментариях. Это единственное, что я принимаю в обычных комментариях. Ну, собственно, и все. Увидимся через 4 дня во время следующего подкаста, стрима. А пока, всем пока. Ну, собственно, и все. Присылайте вопросы, делайте донаты, и мы с вами обязательно все это обсудим. А пока, до свидания.